Да, друзья, всем большущий привет, пятничный, у нас пятница, 12 декабря, неурочное время, ну и ситуация такая тревожная, такая, что называется, требующая аналитического разумного подхода, тем более столько уже воды утекло с понедельника. Алексей Арестович в прямом эфире. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы на двух каналах. Алексей Арестович, Александр Шелест. Подпишитесь, если не подписаны. Если кто-то не может смотреть, подскажите добрым советом, добрым словом, что надо поменять страну или VPN использовать. В общем, милости просим. Заходите и не забывайте, пожалуйста, ставить лайк и писать свои комментарии, потому что упор делаем мы исключительно на общение с вами. То, что вас волнует, то, что вас тревожит, ну и вся ситуация, которую непосредственно нужно обсудить ввиду скоротечности меняющегося от пессимизма к оптимизму, от зрады до перемоги. В общем, значит, как всегда, QR-код, который видите возле меня, возможность вопрос задать, что называется, и, ну, как говорится, непосредственно. Очень благодарен всем, кто оставляет вопросы в закрытом клубе зрителей Шелест, они тоже прозвучат. Сообщество YouTube абсолютно открытое. И чаты трансляций. Александр Шелест, Алексей Арестович, два этих YouTube-канала, поэтому пишите вопросы в чаты в самом конце, так сказать, на закуску. Ну а начнем мы традиционно с опроса сегодняшнего эфира. Как вы относитесь к селфи Зеленского у Стеллы в Купянске? Варианты ответов. Очередное прощание с городом. Риск глупый. Слабоумие и отвага на лицо. Отчаяние. Фон Северска и Покровска прикручивается автоматически. Мол, надо хоть что-то изобразить, чтобы вот как-то поддержать баланс. Или еще один такой неочевидный вариант. Вот после этого всех начнут еще больше грести в ТЦК, включат все потужность, которую не выключают, а просто еще больше нарастят. Такие 4 варианта, они могут дополнять друг друга, но просьба выбрать свой. Алексей Николаевич, действительно, разгоняют неимоверно. Чуть ли там в Купянске не осталось горстка солдат. Как вы оцениваете поездку Зеленского? Все это очень печально. Я объясню почему. Потому что по двум основным причинам. Незатейливые требования народа, которые на фоне вот отсутствия света, отсутствия перспектив, отсутствия смысла всего этого. Как бы радуются, вот президент поехал и сделал селфи в Купянске в 1,5 километрах от передовой. Это же ого-го. Это очень детские требования. Я вот смотрю, пишут лидеры, прости господи, дилеры общественного мнения, что они пишут. Вот Путин слабак, Путин он никогда. А вот Зеленский, у него множество недостатков, но зато вот он поехал и заселфился. Люди кладут на одну чашу весов, получается, вот сейчас этим разваленную полностью за 7 лет страну, убитую в ноль. Отмену права, бесконечное нарушение Конституции, доведение общества до состояния внутренней гражданской войны, потерю земель, потерю промышленности, потерю перспектив, огромные коррупционные скандалы. В этот же день у нас новенькая сегодня, да? Там близко, друга Шефира слушали, оказывается, 2 года. Вот она тепленькая пошла, и тут же Купинск у нас. И Купинск. Вот мы все прощаем, лишь бы был не трус. И я предпочитаю немножко другое. Я, наверное, старый уже. Я предпочитаю, чтобы президент вообще не вставал с кресла 5 лет. Вот только кресло и велодорожка. Может, никуда не ездить. Но зато была целая страна. Увеличивалось население. Соблюдалось право, законность. Люди богатели, меньше болели, больше были счастливыми. Государство было развернуто к человеку, с соседями дружим. Военные военят, хирурги хирургят. Понимаете, да? Космонавты космонавтят, летчики летают. Все хорошо и поступательное движение вперед. И пусть никуда не ездит. Пусть это будет самый трусливый президент в мире. Пусть это будет президент, который боится, я не знаю, подойти к краю кабинета и выглянуть из окна. Но пусть он страной нормально управляет. Если он делает то, что делает наш товарищ, он может в одиночку высадиться, я не знаю, на планете Бурь. И что мне от этого? Мы для этого его выбирали. Где в его обязанностях написано делать красивые селфи в опасных местах? У него написано быть гарантом Конституции. Он растоптал Конституцию. Какая разница, где он сделал селфи? Это все мне напоминает знаменитую историю времен Красной Армии, которую нам рассказали на 2-м занятии по тактике в училище. Когда у меня пряжка ремня еще была на уровне груди с перепугу затянута.
Курская дуга. Я 1000 раз повторял и еще раз не устану повторять. Немецкие танки и пехота прорываются к штабу дивизии, находящейся глубоко в тыле, прорыв. И командир дивизии берет боевое знамя, полковник, и поднимает солдат в контратаку резерва. Они выбивают противника, героически всех там побеждают. На следующий день выходит 2 указа в «Правде». Это, конечно, легенда, но легенда, которая очень хорошо демонстрирует, что полковника Иванова за оставление командного пункта дивизии в разгар боя разжаловать в рядовые. Рядового Иванова за проявленное мужество и героизм при отражении атаки противника наградить орденом боевого красного знамени. Вот по-хорошему Зеленскому надо дать героя Украины за его беспримерное селфи и убрать с президента. Потому что единственное, с чем он справляется, как следует, это с героическими селфи на данном этапе. А я не хочу, чтобы президент занимался такими вещами. Он дуже невибагливе общество, суспільство у нас для этого, понимаете? И на фоне общего мрака вот это хватание за эти перемоги, которые, и раздувание их до размера, которые должны перевесить хоть какую-то там зраду, ну, честно говоря, все это очень печально. Очень печально все это. А второе, я бы выбрал отчаяние, но это отчаяние не связано с Покровском и там Северском. Это отчаяние связано с упоминанием фамилии Шефир, Бабу, там, 2 года наблюдений и прочее, прочее. Смотрите, что получается. Выходит Трамп и говорит, у нас единственное препятствие есть для мира. Всем нравится мирный план, нравится украинцам, нравится россиянам, нравится там другим украинским лидерам. Вот это хорошая формулировка. И только Зеленский против. И сразу, бац, новые плюнки на бок. Еще не совсем Зеленский, но уже совсем почти Зеленский. И еще неизвестно, что на этих пленках. Поэтому он такой героический, потому что вожжа под хвост попала, а не потому что ну, это что-то дает. Да, кто-то может сказать, что это удачная информационная контроперация, потому что перед этим лично Путину в прямом эфире начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимов докладывал, что в Купинск взят, что в Купинске окружено 15 батальонов украинских и так далее, и так далее. Вы что, считаете всерьез, что президент, верховный главнокомандующий должен таким заниматься? Ну, тут еще смотрите. Ну, пусть бы Сырский приехал и показал. Сырский вообще показал. Сейчас мы поговорим про Сырского. Это отдельная прям история. То, как, собственно, что происходит в Покровске. Я хотел бы все-таки с темой Купянска связать конкретно вот этот акцент. Да? iPhone 17 Pro Max в руках у Зеленского, без чехла, потому что чехлов еще, ну, видимо, ну, не довезли или, в общем, там, редкость. Ну, оригинально имеется в виду, там же. Ну, вы понимаете? И вот этот момент, кстати, на него многие обратили внимание. Вот это кажется какой-то желтизной, кажется чем-то неважным. А это очень важно. Смотрите, потому что сейчас для Зеленского в его положении очень важна связь. Связь. То есть прослушки. Он даже Умерова принимал в Лондоне, помните эту легенду? Потому что, чтобы никто не подслушал. А у него вот этот вот iPhone, понимаете, с камерой. Чем мы так жестко как президент? Вдруг он на него только видео пишет. Я как для связи не использую. Для связи у него специальный есть наш натуральный телефон, который просто легок в управлении и легко переносится двумя охранниками. Этот самый специальный телефон фирмы «Украинская заря», который весь засекреченный до невозможности. Да. Есть у него, я видел. Понимаете? И тут как бы все... iPhone это видосик записать. Так понимаете, в чем дело? Эти видосики, ну, они, правда, вызывают бурю эмоций, исходя еще из того, что как бы быстро отреагировал Deep State. Вот это вот самая свежая, так сказать, карта в телеграм-каналах. Смотрите, россиян осталось очень и очень мало, прям горстка. Все говорят, да нет, смотрите, какая классная операция. Резко 1000 человек россиян убили, прорвались, захватили 3-4 населенных пункта в округе. Сейчас бьют с севера и с юга. В общем, 200 человек внутри. А у меня простой вопрос. Я почему, собственно, и очень хотел, чтобы мы на этом всем фоне тоже с вами поговорили. Хорошо. А что дает вот сейчас освобождение Купянска? Давайте по порядку. Первое. Все сложнее и запутаннее немного, но мы пытаемся распутать. Купянск никто не освободил. Если информация соответствует заявлениям нашей украинской стороны, то там 200 российских военных. Это не освобождение.
К ним еще могут прорваться, их могут деблокировать, их там могут снабжать очень долго, они могут вести бои и так далее, и так далее. Это целая история. Вот. Во-вторых, вот он пример Молчанска. Его летом 24-го отбили, а теперь опять как-то вот не с руки. И так далее. Купинс тоже дважды уже переходил из руки. Не в этом дело. Тут дело похитрее. Больше всего я сочувствую Дропатову сегодня. Объясните, почему? И почему? Потому что он командующий группировкой на направлении, и он сделал очень неприятную вещь. Он сумел нанести успешный фланговый удар наступающему противнику и отрезать его часть группировки от основных сил. Вы, наверное, уже не помните, а нас пока никто не слышит, я вам на ухо скажу. Все это время, явно и неявно, все ответственные должностные лица, главкомы, там прочие генералы и так далее, позитивные блогеры, информборцы, пресс-офицеры бригад, очень много понимающие в военном деле, и прочие героические там камуфлированные всякие товарищи, и околокамуфлированные, и недокамуфлированные, рассказывали нам, что Россия, российские войска все время, зараза, накапливаются на флангах, клещами нас окружают, и с этим ничего нельзя сделать. И вот Дропатый берет и срезает одну из клешней. А нам рассказывали, что в современной войне невозможно скрыто накопиться. Невозможно. Что? Невозможно срезать клешню. И приходится как терпилы стоять, пока они нас обходят с флангов и так далее, и так далее. У нас же что произошло? У нас рухнул, как подкошенный дуб, один из основных мифов этой войны, объяснявших, почему все время клещи большие и малые у россиян удачные, и почему они по одной и той же схеме берут 20 городов подряд, начиная с 22 года, с Попасна. Ну как же мы можем срезать клещи? А я вам напоминаю эпизод. Когда был Бахмут, приехала 17-я танковая бригада. Сейчас она уже не танковая, а тяжелая, механизированная. Вот. И у него было более 100 танков. Тогда еще не было много-много дронов, они не представляли собой опасность, можно было маневрировать. Да? И Вагнер упорно вот косил, с севера охватывал. И мы думали, ща как охватит танковая бригада, ща как срежет. Представляете, 100 танков в поле. Это рехнуться можно, это страшной силой, остановить невозможно. Сейчас дроны туда-сюда, тогда нет. Тогда это такой плотности не было применения дронов, и танки вполне себе ездили, вполне себе воевали. Что сделал Сырский? Он взял и распихал повзводно эти танки, а потом по танку. И на всей линии обороны, и каждым танком начал отдельно руководить. И танки стали гаубицами, я И помню. танки стали гаубицами вместо того, чтобы срезать этот самый фланг, отбить, отсечь и так далее, и так далее. Вопрос к этому сияющему, как звездное небо, полководцу. А что вам мешало? Почему у нас к концу 4-го года войны первый удачный фланговый удар по противнику? И то там, где был Дропат. Как это? Люди не понимают, что за этим селфи, за этими 200 окруженными россиянами, за этим 1200 уничтожено, они же не за день уничтожены. Там написано, операция шла с 29.09 по нынешнее время. 2 месяца. Как бы, да? А то нам кажется, что так взяли и прихлопнули 1200 россиян, как муж. Выглядит все так прям Поймали и так далее. за Это потому, сутки. что Да. невнимательно читаю. Да. Так вот, смотрите. Пупок развяжется по 1200 человек за сутки уничтожать. Так вот, если это не линкор утопить, как Ямамото и так далее. Смотрите, он же одной из самых главных военных отговорок войны, в которой гражданские не очень понимают, а многие околовоенные спикеры этим спекулируют, просто была вот эта реакция, вернее, эта операция маленькая, симпатичная, просто вот бах. Представляете, ну как вам сказать, ну вот были все время отговорки, муж все время ездил в командировки. Вот 4 года он ездил в командировки, а потом выяснилось, что не командировки, а любовница. Вот это на самом деле примерно такого же масштаба, только умноженное в 1000 раз, потому что это крупнейшая война в Европе, 1000 жизней, десятки тысяч. То, что сделала эта операция. Ну как? Ну что? Ну невозможно срезать российский фланг. Это же такая история. А смотрите, уже, я уже устал это говорить, но давайте я повторю. Раз событие случилось, можно сказать. На все эти страшные российские клещи, клещи малые, клещи большие, все, что их научили там в Академии Фрунзе, 10 сталинских ударов, то, что они повторяют, существует один и тот же прием. Войска в обороне становятся на естественные рубежи, обеспечиваются в инженерном отношении, создаются позиции, материальные запасы, маневрирующие, создается сеть дорог, которая это все снабжает, создаются резервы. И одни держат в лоб наступление, а крупные или мелкие резервы, в зависимости от масштаба, когда клещи обустроятся, срезают эти клещи
И часть сил контратакует прорвавшегося противника. Так можно воевать 100 лет. Вместо этого те войска, которые были у нас, которые способны были на такие действия, это учат на втором курсе военного училища. У нас были убиты в бестолковейших, абсолютно предсказуемых, примитивнейших боях за конкретную лесопосадку, за конкретно утраченный окоп. Видно вы, это единственный способ общения оттуда с бригадами боевыми. У нас черт что творится в полосах бригад до сих пор, потому что они организовать оборону правильно не могут. Вы знаете, что в полосе у комбрига, ну, раз мы залезли в такую военную плоскость, уже скажу, у него подразделение ГУР, подразделение МГУ, сил беспилотных систем, прямо в полосе, вот 40 километров фронта у комбрига или 20. И там все, кому пограничники, СБУшники, все, кому не лень. Частоты забиваются, они давят, включают рэп как ни попадя, значит, занимают эти частоты, летают как хотят, непонятно, где твой дрон, где чужой, кого ты там видишь лесопосадки, кто напротив тебя, это уже диверсант, которого пора стрелять, или еще наш синий касочник, там, замотанный синей лентой и так далее, и так далее. Систем опознавания нет, общих паролей нет, ни черта нет, и все это с 2018 года, когда я там еще бегал на Светлодарской дуге, ничего не меняется. Это передовые, нам рассказывают, что ЗСУ – это передовые технологии. Вот это то, что у нас там творится, это передовые технологии 2018 года. Называется «Свадьба в Малиновке». Они элементарного отладить не могут. Выполнить элементарные требования к обороне не могут. Элементарные, пройденные, бляха, в 1943 году немцами уже. С тех пор ничего лучшего не изобрели. Понимаете? И рассказывали нам все это время легенду про... Так тяжело срезать российские фланговые удары. Это почти невозможно, ребята. Ну, как сказать, ну, это вот, понимаете, все равно, что... Я вам сейчас объясню. Вот вы не понимаете, я стараюсь это донести, потому что гражданским не понять, как вас обманывали. Но это все равно, что вот это хуже, чем афера с прививками. Это хуже, чем если бы вот все умирали от рака, а потом выяснилось, что вот у этой группы лиц есть лекарство, которое 100% от рака излечает. А нам 4 года рассказывали, что это невозможно, и тратили миллиарды, воровали на это. Вот примерно та же самая история. И вдруг Дропаты, и там командир Хартии, и кто там корпуса СГУ и так далее. Корнет, кого там выставляют победителями или набором победителей. Берет и срезает фланг. Это в эпоху засилья дронов. Это когда сейчас по два наступают, когда сунуться невозможно, потому что все дроны в небе, сетки, как не заматывайся в плащи, тебя убьют, только ты сделаешь 2 шага. Все, никак, никуда, да невозможно. Тогда вы что, растекается россияне как чернильное пятно. Никогда этот фланг не срежет, там близко подойти нельзя. Только стоять и тупо умирать. И вдруг бац, и срезают фланг. Так, оказывается, можно. Так можно было не убивать войска на вот этом тупых обороне в городах. Как бы, да, только в городах. А можно было копить на флангах и срезать их, наносить фланговые удары. Ой, да. Оказывается, когда россияне прорвались на Доброполе севернее Покровска, тоже донесли фланговый удар вполне себе. А как же легенда? Как это мы так потеряли? Нависали на флангах на Авдеевке, нависали на флангах на Покровске, нависали на флангах на Бахмуте. Везде нависали, и ничего мы не могли с этим сделать. И погодные условия тоже. Напоминаю, что Бахмут упал в погодные условия, да еще дронов было тогда очень мало. Не делали погоду. В буквальном и переносном смысле. Поэтому все это, ну, я думаю, что я это здесь в моей 20-минутной болезненной речи я потерпел неудачу, потому что гражданский вряд ли понятно, что произошло. Но давайте скажем так, вас очень крупно обманывали все 4 года. Но вот этот эффект прозрения сейчас наступает в других местах. Угу. И вы понимаете, когда выходит... Опять, уже все даже привыкли, уже всех вот зашельмили, там вот сейчас даже там вы пытаетесь в красках рассказать с позиции военного человека, как это все как бы выглядит для гражданского, ну вот навесили же клеймо, значит, не надо верить, это Арестович критикует, это вот он критиканством занимается. Он обиделся и мстит. Да, вот не знаю, за что мстит Рёбке, он говорит, все, Северск пал, вчера Безуглая говорит, Северск пал. Северска нет. Это дорога на Славянск. Мы тоже в обзорах фронта это неоднократно говорили. То есть мы понимаем, что это катастрофа. Плюс, конечно, ну,
не буду я его показывать, Соловьев ходит себе по центру Покровска, флаг поднимает, говорит, вот, смотрите, мы здесь. И получается очень нелепая картина. Я вот в предыдущем стриме тоже говорил. Вот смотрите. Президент, ясно солнышко, с 17-м айфоном Pro Max. Там легитимный, нелегитимный, ну ладно, верховный главнокомандующий, ну по факту. Да, он соревнуется в селфи, проходках, фотографиях, поднятиях флагов с Соловьевым. А он же должен, по идее, это с Путиным соревноваться. И как бы, если так посмотреть по футбольному, то что получается у нас за последнее время? 2-1, и то этот один Купянск еще не освободили. Ну, Дело в том, что, вот смотрите, вот, ну, тут же ничего же не меняется. Ну вот нам пытаются подсовывать несопоставимые вещи. Уровень президента – это уровень, например, мирного плана. Да, нет. Его уровень – это уровень отношений США и Европы. И место Украины, Британии, Китая, глобального юга и так далее. Он этим должен заниматься. Но когда он мечется с селфи, даже если бы он глубоко в тыл российских войск прошел, даже если бы он на Красной площади сделал селфи, что это меняет? Что это меняет в кругу его обязанностей? И что это меняет в целом для народа Украины? Для вооруженных сил? Ничего. Но что? Любой человек на любом месте делает ровно то, что он умеет. Смотрите, вот это предел компетенции Зеленского. Вот это предел. Это то, что он может сделать. Стадион так стадион. Все. Это война. И шире проблема смены украинской проектности, без которых Украине не выжить. Ни в войне, ни в мирное время. Находится не то, что вне пределов компетенции, то есть он как бы понимает проблему, но не может ее решить технически, а вне пределах понимания. Все. Как бы все. Какие это вообще несопоставимые вещи, их нельзя ставить на одну чашу весов. И то, что мы это дискутируем, вынуждены с вами дискутировать, это лишний раз показывает, насколько запущена ситуация. Когда народ вообще не понимает, что происходит. мне кажется, все понимают. Ну Ну, вот, вот смотрите, вы отдали, я вам еще пример приведу, вы отдали родственника для операции на сердце, не дай бог. И главный хирург, обнаруживаете, что главный хирург в Инстаграм выставляет селфи из двора больницы. На фоне Стеллы на въезде в больницу. Вы спрашиваете, а почему вы не оперируете, собственно говоря? Подождите. Тут врачи из соседней больницы сказали, что мы трусы в этой больнице. Я пошел продемонстрировать, что мы не трусы. Мы вот снимаемся на фоне селфи. А оперировать кто будет? Там родственник с растятой грудной клеткой, да, лежит на столе, то есть сердце подключено к аппарату, вообще время тикает и так далее. А это не важно. Не важно. Вы, наверное, как это, работаете на врачей из этой второй противной больницы. Информационно правильно, вы их шпионы, вы им продали за раствор глюкозы или за что-то, за одноразовые шприцы. Потому что надо радоваться, какой герой у нас главный хирург. А ведь он даже не главный хирург, он даже не министр здравоохранения. Это верховный главнокомандующий воюющей страны. На секундочку. У него как бы каждая минута должна быть посвящена благу Украины и украинцев. И он должен понимать, какие его действия, сколько весят и сколько стоят. Знаете, как говорили про Рокфеллера? Он говорит, я когда вижу 100... Вернее, я про кого только не рассказываю. Про Рокфеллера, про Билла Гейтса. Говорит, я когда иду по улице и вижу 100-долларовую купюру, я не нагибаюсь. Потому что мне нагнуться и подняться стоит дороже по моему времени. У меня секунда времени, там, условно, $3000 стоит. А нагнуться, подняться – это 2 секунды. То есть я теряю 2800. Вернее, 2900. Вот и все. Он не может нагибаться, он не может сниматься. Не может себе этого позволить. Его секунда очень дорого стоит. Но проблема в том, что она ничего не стоит для украинцев. Она ничего не стоит, но очень дорого обходится. Вот это все селфи. Выезд на фронт, на Купинск – это сутки добираться не меньше. Сутки назад. Но городи воїнів сухопутних військ. Ну, я, кстати, витаю всех воинов сухопутных войск. Я сам принадлежу к сухопутным войскам, в частности. Поэтому это наш праздник.
Но для этого существует командующий сухопутных войск, главнокомандующий. Можно из кабинета поздравить воинов сухопутных войск, понимаете? Там можно в госпиталь к раненым заехать. Это всегда очень хорошо действует. В Киеве. Далеко ехать не надо. 400 метров, 500 до этого госпиталя. От администрации президента, смотря как ехать, если дворами. Ну, хорошо, километр. Это быстро, это не занимает время, и это важно. Все. Алексей Николаевич, может, это все выборы? Смотрите, как закрутилось. Трамп говорит, демократией что-то не пахнет. Зеленский, а он говорит, я готов, как пионер. Более того, задачи направо-налево растают. Говорите, давайте нам во время войны законодательство пропишем. А тут у всех нормальных... Опять, это тоже как бы когнитивный тест, да, на понимание. Вот вы нам привели четкий расклад с военной точки зрения, как выглядит успех, ну, закавыченный в Купецке, хотя он действительно, может, там и был, да, срезали, все там. Да нет, он там был, но толку-то как, ну, мы же все это проходили. Ну и что он там был? Вот. Точно так же и с этими... Подождите, как выборы? Окей. Так а почему в военное время? Это что, не будут отменять военное положение, а они будут... Всё, давайте начнем эту историю по порядку тогда. Давайте вспомним, когда вы и я говорили о том, что надо проводить выборы пару лет назад. Что нам отвечали все, включая президента? Зрадники? Предатели? Да. И какие выборы в военное время? Какой корейский вариант? Сейчас все выходят, поправляют пенсне и говорят, мы больше всего нуждаемся сегодня в выборах и в корейском варианте. Это хороший вариант. Это лучшее, что может быть. И мы всегда об этом говорили. Вот уже 2 дня мы об этом говорим. Может быть, 2-3. Вот. И что? Как стали возможны выборы? Раз. Как стали возможны переговоры с Путиным? У нас есть указ президента, РНБО, постановление, запрещающее переговоры с Путиным. Какие выборы в военное время? Как вы собрались их проводить? Это же не демократия, это же не смогут проголосовать военные в окопах, это же Россия вмешается. Ай-яй-яй, никакие выборы. Вот я сейчас против выборов в военное время. Не хочу я выборов в военное время. Понимаете? Это так опасно. Это вот неизвестно, как их проводить. И более того, законодательство не позволяет. Вы что ж хотите Конституцию нарушить, что ли? А тут уже Верховная Рада берет и вырабатывает, оказывается, предложение о том, как проводить выборы. Оказывается, возможно, Зеленский всей душой за выборы. Давно ли наше солнышко всей душой за выборы? Я вспоминаю, что он говорил по поводу выборов еще полгода назад. Ну, он, я так понимаю, собирается идти. Ну, видимо, да. Это для него весь кардебалет. Да. А если соотечественники выберут его и в этот раз, наша передача, последующие военные дневники могут выглядеть так. Черная плашка, нас с вами там уже не надо, все уже будет сказано. И что-нибудь типа, ну, и мы вами восхищаемся. Арестович и Шелест. Точка. Так а он не боится? У него все схвачено? Ну, понимаете, у него же все схвачено, кроме привода к набу. Начнется избирательное, там может такие откровения пойти, что мама дорогая. Очень интересную подробность сегодня опубликовала западная пресса. Оказывается, Умеров не просто так колесил там по Америке, Мгм. а заезжал к руководителю ФБР. А помните, я вам говорил, что он эти 1,5 дня провел с пользой. Не просто так там был. Все очень просто. Умеров, напоминаю, гражданин США. Гражданин США, заподозренный в воровстве американских денег. Какие у него варианты остаются? На особо крупных размерах. Ну, сидеть как Паша Лазаренко 35 лет в тюрьме, как-то не улыбается. Наверное, нужна сделка со следствием. Вот эта сделка со следствием и произошла в это время. Ну, похоже, она никак не отражается на пунктах,
отдавать Донбасс, не отдавать Донбасс, демилитаризованная зона или свободная экономическая зона. Дело же не в там, то, что наговорил Умеров, или в степени коррупции Зеленского, это не влияет. Дело в том, что американцы ищут компромиссное решение. Задача их, чтобы не обидеть сильно украинцев и американцев, и чтобы не сильно не обидеть россиян. Компромисс. Ну, вот мы из Кремля сегодня слышали, что вполне возможно, что там не будет российских войск, а будет только Росгвардия и полиция. Демилитаризованная зона, где будут российские внутренние силы, имеющие отношение к полиции, к системе МВД, например. Войск не будет, будет разведение войск тяжелого вооружения. Ну, такой вариант, например, россияне сами озвучивают. Правильно? Пожалуйста. Но смотрите, какие интересные вообще голоса идут. Лавров выходит и говорит, вот надо вернуться к Декларации независимости Украины 90-го года. Вы не вспомните, где вы первый раз это предложение услышали? Саша? Четкий разбор темы с Декларацией независимости, с безъядерным статусом и так далее, и так далее. Да. Ну, как бы да. Поэтому, что я могу сказать? Мне все это тяжело комментировать. Я объясню почему. Потому что, когда все это было сказано еще в октябре-ноябре 23 года, вот все буквально, что происходит. И начинает повторяться там мужновладцами всех уровней на всех сторон, то и ты понимаешь, как оно будет дальше. Ну окей, ладно, будем разбирать 17-й iPhone или не 17-й Зеленского. Хорошо. Ну, тут еще разбирать, в такой ситуации остается. Это не к вам упрек, это упрек вот к этому всему мракобесию. Понимаете, в чем дело? Мракобесие это накладывается еще и очень серьезные моменты. Я вспоминал Арестовича совсем недавно, когда некто Харченко говорит, на 2-3 удара осталось по энергетике Украины. Энергетики Украины, ну, точнее ремонтных запчастей. И будет абсолютная катастрофа. Абсолютная катастрофа будет. И вы знаете, ну вот кажется, что эти 2-3 недели, 2-3 удара, они потихоньку будут наступать, но не там, где есть. Я у вас в эфире говорил в августе, что январь-февраль – это абсолютная катастрофа. Даже раньше. Будет катастрофа. Что выть будут украинцы, глядя на все это. Ну вот, пожалуйста. Смотрите, у нас люди не понимают элементарных вещей. Они говорят, мы еще вполне можем держаться на фронте. Смотрите, паникеры. Мы можем держаться, надо просто держаться. У нас же сейчас какой лозунг главный? Что надо простоять на один день больше, чем Россия. А спросите себя, за что стоит Россия и за что стоит Украина? Россия стоит на свои. Да, у них проблемы в экономике, реально серьезные проблемы. Да, поэтому они достаточно сговорчивые, хотя выставляют там требования, которые, ну, как бы сложно дискутировать, но тем не менее. Ищутся варианты. Но мы-то стоим совсем за чужие. Деньги, соцвыплаты все иностранные. 85% то, что вооружение иностранное. Детали к запчасти к беспилотникам на 2/3 китайские. Нас выключить из розетки и засекретили количество дел СЗЧ, которое раньше была открытая информация на сайте Генпрокурора. Нас выключить из розетки, там надо нажать 2 кнопки. Все. Немножко прикрутить поставки беспилотников и не дать денег на пенсионеров. Но мы делаем абсолютно другой ход. Значит, бравые силы... Про какое... Да, секунду, это я прошу прощения. Про какое держаться вы говорите? Держаться – это если бы мы сами себя вооружали, сами до последнего стояли, сами себя снабжали, сами платили. Тогда мы говорили, да, мы держимся. Мы не держимся, нас держат. Нас держат. И в любой момент 2 тумблера включаются в положение зима, и все. Но вы же не понимаете, что нас держат тоже, получается, не просто так. Вот смотрите, сегодня беспилотники СБУ повторно ударили по нефтеперерабатывающим платформам на Каспийском море.
Произведенные процессы приостановлены. Ура, товарищи, ура! Кроме того, поражена другая платформа имени Корчагина. Оба объекта принадлежат компании «Лукойл». Нижневолжск нефть. Все, повредили критическое оборудование. Ух, как мощно. Дальше. 2 судна тоже в Каспийском море. Представляете, какие там черная искра какая-то работает. Параллельно с этим, что мы наблюдаем, собственно говоря, сегодня? Мы наблюдаем вот нечто такое, да, это вот вид уже, когда прилетела в Одессу, турки все в шоке, турецкое судно было атаковано, и они в панике бегут, а вот с чего бы не вышло. Этот непосредственно вид, это уже с другой стороны, где можно оценить конкретно летящую, правда, маленькой скорости, такую летящую ракету баллистическую, спокойно, так себе тихонечко подлетает, и как шандарахнет. В общем, Баллистическая летит не под но она как-то странно летит. А это летит уже горизонтально, правильно? Я там не вижу сейчас на видео, слишком мелко, но... Даже с носиком таким приподнятым, понимаете, как-то... Я вообще подумал сначала шахет, но присмотрелся другая ракета. Короче, вжарили по Одессе. Пожар жуткий, в порте, и мне многие уже говорят, ребят, ну, простите, пожалуйста, в общем, дело не будет с экономикой вообще. Потому что тут радовались одесситы 2 дня назад от того, что сколько судов пришло, может война закончится. Так они их собрали в одном месте и будут по ним лупить баллистикой. Вот вам и ответ за Каспийское море. Похоже, это кому-то выгодно. Прямо выгодно. Смотрите, это же дело... Это крылатая ракета, это не баллистическая. Смотрите, еще раз и еще раз. Казино. Стоит человек у стола и играет с другим человеком. Тот играет за свои. Крупно проигрывается, это правда. И дела у него вообще такие печальные. Но что? Но на свои. А тот, который стоит и говорит, нам продержаться надо на день дольше, чем он играет на чужие. У него свое ничего не осталось, даже трусов уже нет. Одно пенсне. И с этими чужими он изо всех сил умудряется ссориться. Вот с теми, кто дает ему деньги, он еще параллельно ссорится. Активно. Это, в принципе, неприемлемая ситуация. Потому что ни о какой независимости речи не идет. Мы не независимое государство. Мы не проводим самостоятельную политику. Мы, утрирую, не буду подбирать слова, наши власти нанялись, как индейцы за бусы, воевать с Россией. Бить все эти танкера, там все эти нефтеплатформы, просаживать им бизнес, перестраивать нефтегазовый рынок в Европе и так далее, и так далее. И хороши поскольку нам платят и дают оружие. И при этом мы умудряемся хамить тем, на кому мы подписались. И кто нам все это дает. И предлагает нам варианты. Ну, вспомним Игоря, как по участию Коломойского. Валерьевич, Игорь Валерьевич. Валерьевича, да. Жизнь – это супермаркет. Бери, что хочешь, только впереди касса. Это может быть очень длинный поход к кассе. Это можно даже говорить, смотрите, мы по дороге к кассе Купинск отбили. Нефтеплатформы подожгли. И что? И вообще самые несгибаемые селфи сделали напротив там разваленной стеллы в супермаркете. Но касса же все равно будет. Ну, сейчас выглядит все настолько потужно, что к вечеру презентовали этот ракетный комплекс «Сапсан». Говорят, Тула, Москва, сейчас все в радиусе поражения. Такое ощущение, что, в общем, идет максимальный срыв любых договоренностей. Вот вообще любых от слова совсем. И даже вот этот в копилочку сюда, вот эта Урсула, которая перед нашим эфиром буквально вышла, сказала, мы нашли механизм, чтобы заморозить навсегда эти российские активы. Короче, вы там должны компенсировать страны. В общем, мы все нашли, сигнал мощный послали в Москву, что все, будем поддерживать Украину за счет их денег. Ну и такие тихонечко, особо там без шума и пафоса, россияне подают в арбитражный суд Москвы на компанию Евроклир.
Я не буду вдаваться в подробности, как эти суды между собой стыкуются, но это суд на компанию. Ну, то есть не на страну, еще что-то, на компанию. И вот они будут судиться, там потом дальше Так судиться. Россия, ну, вот эти россияне подали в Международный суд, уголовный суд о преступлениях, которые совершили украинские военные. Против И тот, русскоязычных, и геноцид, тот, да. да, и тот вроде как принял в производство. Смотрите, касса впереди. У нас этого многие не понимают. Ну, я вот все время себя спрашиваю, ну, чем я занимаюсь? Вот я бесконечно повторяю одно и то же. Имеет ли это какую-то вот пользу? Ну, наверное, имеет. Где-то в каких-то головах откладывается. Там, поэтому не устанем повторять еще раз и еще раз. Украина– это больной. Сейчас от метафоры к казино, к метафоре медицинской, в которого, как в задаче про бассейн, выливается в час 4 литра крови, а добавляют 3,5. Это может продолжаться достаточно долго. Ну, переведите на миллилитры, там, чтобы это достаточно долго продолжалось. Но все равно крови уходит больше, чем мы получаем. Что такое даже 200 миллиардов замороженных? Представьте, нам их передали. Нам на войну нужно 20 миллиардов в месяц. Это на 10 месяцев войны всего лишь. Вот мы конфисковали в эти деньги. Что через 10 месяцев? Мы простояли 10 месяцев. Хорошо, что дальше? Нанесем ущерб, Путин скажет, давайте договариваться, и будет заговорчивый. От того, что у него 4 вышки подбили и 5 самолетов? Да. Ну, если таково мышление, то я сдаюсь. Просто мы, когда пытаемся... Вот я, если честно, для меня самая главная загадка, которую я всегда пытаюсь разгадать в наших с вами встречах, это вот вообще, ну, хорошо, ладно, там Зеленский не понимает, глупый, кто за Зеленским? Но ведь это же абсолютный идиотизм. Выходит Подоляк и говорит, мы сейчас выборы проведем, только дайте денег и уговорите Путина не стрелять 60 дней. Вы, то есть нарезают задачи, ну, грубо говоря, дают задание хозяину, ну или там спонсору, или как это правильно выразиться, да? То есть они дают задание. И так это все постоянно получается у них, понимаете? И вот так вот это все выкручивается. А Трамп, такое ощущение, ударить кулаком по столу не может. Почему? Трамп может ударить кулаком по столу. Вот раз ударил, Ермак слетел, сейчас с Шефиром. Шефир заколеблется, судя по всему. Том и сам Зеленский. Смотрите, я думаю, что Трампу нужно закончить все это до Нового года по его плану. Даты имеют огромное значение, и даже не до Нового года, скорее всего, до Рождества. Если Трампу не удастся выйти на Рождество и сказать: мир, граждане, я закончил войну, перемирие любой ценой, там приостановка огня, то он будет очень-очень расстроен. А теперь давайте сопоставим. Один парень, который против моего мирного плана, один. И Трамп очень сильно-сильно расстроен. Я думаю, что речь может пойти о персональных санкциях против Зеленского. Я думаю, что речь может пойти о персональных санкциях против всей его семьи, потому что активы записаны на семью и так далее. А теперь представьте эффект. США вводит персональные санкции против Зеленского. С блокировкой активов, запретом передвижения там, и так далее, со всей этой историей. Как вы думаете, о чем с ним Мелани разговаривал? Наверное, об этом. Вот ровно об этом она и разговаривала. И персональные санкции обсуждают и для него, и для всей семьи обсуждаются уже всерьез. Совершенно верно. И я думаю, что это будет следующим шагом. Это к вопросу удара кулаком по столу. Но дичайший идиотизм и одновременно очень показательная история, которую будет очень долго изучать в учебниках, это вот политика хуцпы, в которой сидит Украина 4 года. Благодаря Зеленскому. И поддерживающей его публике. Но это за гранью здравого смысла. Представьте отца семьи. Но президент – это отец для всего народа, как бы, да? Отцовская фигура. Который проиграл уже все. Даже игрушки детей двухлетних.
Семья давно живет в долг, все распродано, все заложено. В семье убит каждый там, не знаю, пятый родственник в большой семье. Бабушки уже нет, да. Да, бабушки нет, уже отобрали, ну, ничего своего нет. Те соседи, с которыми ссоришься, отобрали пятую часть участка, а весь остальной участок 8 раз заложен на 100 лет раз, на 100 лет два, на 100 лет три, недра там и прочее, прочее, пятое, десятое. Живет семья только потому, что богатые спонсоры, заинтересованные в том, чтобы там в юридическом споре с соседями, с которым конфликт, подкидывают бабки семье в долг. Все это часть членов семьи разворовывается. И как в анекдоте, прораб Иванов никак не может закончить гараж, потому что ворует с него материалы себе на баню. Понимаете, это свой гараж не может закончить. И папа семьи добежал до соседского участка, до зоны, где конфликт, до забора. Сделал селфи, и вся семья кричит. Ну все. А, еще в колодец попали грязным ботинком, там, да, кинули в нефтяную платформу. Все. Мы побеждаем снова. Вот скажите, я сейчас буду говорить смешные слова. Типа про ответственность и причинно-следственной связи. Ну, нормальный отец семейства может себя так вести? Нет, ну многие же ведут, видите. Но у нас ведут. Я просто смотрю, какими глазами смотрят на это американцы. Они видели все, но такого они не видели. Чуваки говорят, мы спим по 3 часа в сутки. Представители высшего военно-политического руководства США, чтобы обеспечить вам примирение, ваши перспективы на фронте катастрофические, ваши перспективы в энергетике исчезающие. Речь стоит о государственности Украины, вообще будет ли она независимой. Мы делаем все, чтобы ее сохранить. Мы делаем все, чтобы даже Донецкая область полностью под россиян не перешла, раз уж вас это интересует. Запорожская, пятое, десятое, вы плюете нам в протянутую руку и еще называете нас агентами Красновыми, которые продались Москве за нежелание выполнить наши худспосияющие хотелки. Вот представьте себе, у вас есть бедный родственник, вы его содержите, отдаете деньги бесконечно, уже перестали считать, уже не надеетесь, что они вам заплатят, бесконечно отдаете хороший кусок денег. И так далее. Вы богатый человек, у вас масса своих проблем, но вот туда все уходит. И родственник регулярно в открытую всем рассказывает, записывает видео, выкладывает видео, что вы агент того, значит, с кем у родственника конфликт, и работаете против родственника на него, и хотите его сдать, живущий 4 года на вашей донорской игле. Ну, вот как бы вы к этому отнеслись? А ведь это даже не родственник, это так какие-то люди за океана. Смотрите, Шефер на пленках, это мы, конечно, ну, в общем, увидим. Но мы там уже как-то его быстренько и сняли, помните, так-то отправили Мгм. там во к брату, он там еще там чего-то комментировал брата, второго Шефера. Это они втроем, Зеленский и два Шефера, это вот все они создавали, там, имеется в виду. Продюсерами были Сватов, там, всяких КВНов, ну, это Лига Смешники, вот эти все остальные. Но меня интересует, это тоже очень яркий на этой неделе, товарищ Коломойский. Складывается впечатление, что история с покушением на Минтича это не то, что он хотел сказать в понедельник, когда у него ломались автозаки и болели судьи. А вам так не кажется? Мне тоже кажется, тем более, что израильская полиция вышла и заявила, что не было никакого покушения, что у них нет такой информации. Им кажется, что это что-то на уровне анекдота. Они так не говорили, но это я уже добавляю от себя. Вероятно, он хотел сказать что-то другое. Понятно, что сейчас идет мощный торг. Там Зеленский, Набу, Ермак, Коломойский и так далее. Все мощно торгуются. Я вам говорю, вся эта вот история, понимаете, сейчас время очень медленно движется. Кажется, что сутки – это год. Поэтому, ну, вот, типа, взлетел скандал, устранили Ермака, и ничего более. Да прошло с тех пор 12 дней. 2 недели прошло. Но будет, смотрите, следите за тем, что будет до Рождества. Потому что
Понимаете, Трамп и вообще военно-политическое руководство США не то чтобы разгневаны не на шутку. Они это даже оформили в документ, который называется «Стратегия национальной безопасности США». Урсула фон дер Ляйен сегодня гордо сказала: а вы не вмешивайтесь, Трамп, в наши европейские дела, мы сами тут знаем. Окей, сказал Трамп перед этим. Знаете, что он им сказал? Сказал: я вывожу войска из Европы. Если на вас это не подействует, я выведу США, выйду США из НАТО, выйдет. Так а выйдет? Выйдет. Если надо будет, выйдет. Зеленский и Украина целиком ваша история. Ваша политика ведет к конфронтации с Российской Федерацией. Вооруженно. И американцы не собираются воевать за вас, которые привели к мировой войне, изо всех сил приводят к мировой войне, и при этом не желают поднять расходы на оборону хотя бы до 2%. Положено. Я уже не говорю про 5%. И я вот понимаю бедных людей, которые поддерживают Зеленского, украинцев, потому что им настолько страшно, что им просто схватиться не за что. А тут отец родной храбро бежит, фотографируется и так далее. Действует все тот же социальный контракт, о котором мы говорим. Воруйте сколько хотите, только меня не трогайте, да, и защищайте от ужасного Трампа и проклятого Путина. Все. Поэтому и коррупция уже перестала быть до некоторой степени аргументом, особенно после там Миндича и так далее. Поэтому, ну, как вам сказать, даже если Украина сейчас вся закроет глаза на коррупцию и скажет: да воруйте, Владимир Александрович, лишь бы еще одно селфи было. Лишь бы Трампа у нас не сдали, лишь бы 28 пунктов превратились в 20 и сгорела еще одна нефтяная вышка. Американцы же так не думают. Они имеют товарища, который воровал американские деньги, деньги американских налогоплательщиков. Я вам говорил, я видел всяких американцев, очень разных американцев. Ну, таких прям американцев, которые вот прямо американцы-американцы. Ну, прямо вот, понимаете, да? Которые не боятся вообще ничего и никак, и везде-везде были, скажем. Единственное, от чего они менялись в лице, это когда речь шла о том, что воровали бюджетные деньги в США. Вот им тут становилось не до шуток. Такого в Америке не прощают. Зеленский воровал американские деньги. Сколько бы Украина его не поддерживала, представим, что все перешли на сторону Зеленского, отчаянно его поддерживают. Американцы влупят персональные санкции. Скорее всего. И начнут уголовное преследование. Его и членов его семьи. Алексей Николаевич, А теперь скажите, как будут выглядеть все лидеры свободной Европы, отчаянно поддерживающие Зеленского? Как будет выглядеть отношение Европа-США? И сколько Европа сможет поддерживать Украину в военном отношении? Я повторяю одну из самых знаменитых своих фраз. Денег можно дать все деньги мира, деньги нельзя зарядить в пушку. Понимаете, да? Снаряды надо технически, физически произвести. А Европа отдала все оружие, которое у нее было, Украине. 65% европейских оружий в американские запчасти. Если американцы принимают решение не поставлять, европейцы не смогут этого делать. Горят все лицензионные соглашения, они останутся без всего, начиная с программного обеспечения, заканчивая обслуживанием. Как бы, понимаете, в чем бесящая ситуация? Они все стали в моральную позу и качают все от международного права до права жертвы на самооборону, необходимость покарать агрессора. И американцам, которые все это тянут своими деньгами, своим оружием, своим временем, своим усилием в больших и имеют свою долю больших неприятностей с этой перспективы геополитических, указывают, что они аморальные, продажные, продавшиеся Путину товарищи. Это такая беспредельная наглость со стороны Зеленского. Европейцев это словами не писать. Они сами ничего не хотят и не могут сделать, но стали в моральную позу и требуют от США, которые делают и держат все, чтобы те выполнили их хотелки еще.
Что меня в этой всей истории поражает, это то, что долго терпение американцев, ну, Трампа его этого. Но это терпение тоже не бесконечно. Не бесконечно. По поводу пунктов переговоров. Они будут, ну, это все история как бы как выборы, да, это будут болтать, 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 ни к чему не придут. Просто смотрите, вы очень правильно указали на жесткий дедлайн 25 числа. Об этом пишет пресса, об этом четко заявлено, что, ну, вроде как бы ниточки тянутся к Кушнеру. Ну, вот так говорят, что четко 25 число должен выйти Трамп, сказать с Рождеством, эти веряне, ну, те, которые по западному обряду, мир, все, мы добились, сейчас они упорно работают для того, чтобы мирное соглашение заключить, или мы там уже что-то заключили. Но все видят, что это практически недостижимо. Но хотя время еще есть для такого чего-нибудь крупного, большого скандала, или каких-то других кулуарных вещей, которые произойдут. Но, тем не менее, пункты не едут. Ну, не едут. Ушаков сегодня говорит, не, ну мы как бы не против демилитаризации Донбасса, отведем войска, но там будет Росгвардия, полиция. Короче, это будет территория Российской Федерации, потому что Донбасс — это Россия. Точно так же и по другим пунктам. Ну что, Крым будет признавать Зеленский? Да нет, конечно. Ну или там подписывать, где Крым, никто к нему претензий не имеет. Ничего не будет признавать и будет упираться дальше. И все же скажут, ну у него же моральное превосходство, то, которое вы говорили. Успеет ли до 25-го? И главный такой момент. Вот все-таки вот эта демилитаризация Донбасса. Это же, с другой стороны, давайте посмотрим, это же не демилитаризация Украины. То есть Путин, получается, не выполняет свои задачи изначально, наоборот, приводит ситуацию к еще более плачевной с точки зрения целей, которые были поставлены им в 2022 году. А чего мы хотим, как Украина? Как это? Независимости, движение в Европу. Это даже не движение в Европу и НАТО, а это типа, чтобы нам никто не мог запретить двигаться в Европу и НАТО. Вот. А как наличие или отсутствие украинских войск на остатках разваленного в ноль Донбасса на это влияет? Ну, чтобы их было 800 тысяч. Вот это наше принципиальное Нет, хорошо, требование. пусть будет их хоть 1,5 миллиарда, но Донбасс тут при чем? Как это влияет? Смотрите, цели, которые декларируются, никак не связаны с удержанием остатков Донбасса. Но в Украине за причинно-следственной связью уголовное преследование вообще обычно. Люди говорят, мы хотим, чтобы с Донбасса не уходить, нельзя уступать в нашу землю. Внимание, для чего вы не хотите выходить с Донбасса? Вот для чего? Ну как, это же... Что? Что? Ну, это выполнение условий Путина. Мы не можем позволить. Это капитуляция перед Путиным. Капитуляция перед Путиным. Конечно. Как это он сказал? Донбасс, там, Новороссия. Капитуляция – это когда распускаются вооруженные силы проигравшей стороны. Пока этого не произошло, это не капитуляция. Даже если один солдат останется официально на службе, это не капитуляция. Путин 4 года воюет с Украиной, завоевал едва 20%. Потерял огромное количество убитыми и ранеными, в ноль загнал экономику, реально трещит по швам. Ну, добился, так сказать, что многого так нет. Вы сохраняете 80% крупнейшей европейской страны. Вопрос. Вы уже придумали, что делать с этими 80% страны? Да. Что вы так держите за это Донбасс? Евгений Карась придумал. Говорит, значит так. Значит, давайте или воюйте, или вы размножайтесь. Ну, типа, делайте что-то полезное. Идите на фронт или рожайте детей. Это полезная история, правильно. Надо или размножаться, или воевать. Для чего? Ну, чтоб Россию развалить и поживиться
Смотрите, меня смущает сполна. не столько отсутствие логики, причинно-следственных связей, сколько бедность аргументов. Вот тех защитников Донбасса страшных. Вот они говорят, вы понимаете, что если мы сдадим Донбасс, россияне как бы прыжком приблизятся и станут угрожать уже совсем-совсем нашим районам. Вас россияне не смущают Днепропетровской области никак? Или россияне за 19 километров до Запорожья? А то, что по плану россияне согласились, по заявлениям американской стороны, вывести войска из 4 украинских областей в обмен на этот кусочек Донбасса, вам это не кажется таким как бы довольно неплохим вариантом, эффективным разменом? Или вы хотите, чтобы россияне были в Сумской? Вы хотите, чтобы россияне были в Харьковской? Вы хотите, чтобы россияне были в Днепропетровской? Точно хотите? И в Запорожской? Они-то вообще-то собираются оттуда войска выводить в обмен на этот Донбасс. То потом назад уходить с оккупированных территорий. Это же не просто отдайте односторонне Донбасс. И все. Донбасс насквозь пролетается беспилотниками, насквозь простреливается даже уже полевой дальнобойной артиллерией, ракетными системами там и так далее. Залпового огня, прости господи. Всеми этими кабами, фабами. Это уже не территория, это зона боевых действий. Как бы, да? Серяк. Вы там собираетесь экономику разводить, собираетесь людей туда поселять, зоопарки устраивать, что? Фирмы, проспекты прокладывать, нефть добывать. Что вы там собираетесь делать на этом Донбассе? В обмен на выход России россиян с 4 других областей. А зачем это Путину, понятно. Защитил народ Донбасса, отвоевал ДНР. Вам зачем? Украина вот этим кусочком Донбасса гарантированно вступает в ЕС и НАТО, а без Донбасса не принимают или как? Ну, вообще-то было, помните, раньше так, Да, что раньше так. Как? страны, которые территориальный конфликт имеют, они, в общем, не могут претендовать В на Украине, ну вступление я в же говорил, НАТО. или такой еще вариант. В Украине, например, с Донбассом Конституция выполняется, а без Донбасса не будет выполняться, как сейчас. Да. Такова цена вопроса, да, или что? В Украину прилетают инопланетяне и является Иисус Христос, второе пришествие, да, с Донбассом, а без Донбасса не явятся и не прилетят. В Украине государство развернуто жопой гражданам, и сидит эта жопа у них на лице и испражняется, простите, 34 года. А без Донбасса, вернее, с Донбассом перестанет это делать, просто вот так сразу щелк и все, шоферы перестанут воровать. Так вы понимаете, если все, вот давайте с другой стороны, выполняем план полностью. Запорожская атомная, там этот, помните, это, писали, строят дата-центр, 50% энергии туда, 50% непонятно куда, американцы заходят, вот это все, вот все выполняют. Так никуда же не девается вот эта Украина, которая вот сейчас, ну, торжествует, я имею в виду элиты, и те порядки, которые в Украине, никуда Я же же о не чем и говорил. деваются. Вы что, уже придумали, что делать с остальной Украиной? У вас там все в порядке уже, что вы так за это Донбасс держитесь? Да, Или Донбасс сейчас генерит 30% или 45% бюджета, его жалко оставлять. Это черная дыра, разваленная территория. Битые дороги, бегущие жители, да, и беспилотники, которые над всем, и фабы, которые над этим всем летают. Что вы там собрались не уступать? Я же говорю, ладно, вы были односторонние уступки. Это же 20, вывод российских войск с 4 оставшихся других областей. Куда они зашли? Это же в плане. В этих 28 пунктах они на это согласны. Так что вам еще не хватает? Средний психологический возраст украинца 7-9 лет. Но вот когда начинаются вот такие вещи, ощущение, что он падает до 2-3. ну вот выходит Гетманцев, говорит, самая главная и единственная гарантия мира для Украины — это подписание Европейского Союза одновременно с мирным договором. Сегодня тоже была непонятка. Одни пишут, что украинцы вроде как хотят, ну или предложили изменения в пункты, что с 1 января 2027 года, то есть ровно через год, Украина член ЕС. Но потом сказали, не-не-не, ребята, это что-то такого там нет, поэтому это Мы никогда не какая-то... будем членами ЕС, можете сразу за это забыть. Более того, на дороге в ЕС, скорее всего, в ближайшее время нас ожидает отход Молдовы от подписанного с Грузией и Украиной соглашения о том, что в ЕС они идут совместно.
Вот Молдова имеет все перспективы вступить в 2028 году в ЕС, а мы ну, и близко. Ну, когда Молдова отсоединится от этого, это произойдет в разумные сроки ближайшие, можете сразу забыть про ЕС навсегда. Это раз. Во-вторых, смотрите, все эти вопросы решаются очень просто. Они решаются на референдуме. У нас по Конституции вопросы территориальной там, целостности и прочее, никто же не говорит юридически уступить Донбасс, просто вывести войска. Это решаются на референдуме. Просто одновременно с выборами президента проводится референдум по ключевым вопросам, чтобы 2 раза не вставать. Например, согласны ли вы на фактический вывод украинских войск из Донбасса? Или там с таких вот спорных территорий? Раз, два, три. Голос народа, глаз Божий. Ни Путин, ни Трамп, ни Си Цзиньпинь вместе не смогут возразить против результатов референдума. Так их нарисуют, Алексей Николаевич. Не, подождите. Их можно проконтролировать, получить более-менее реальный результат. А теперь давайте спросим себя. А почему не проводится референдум? Почему об этом даже речи не идет? Ну почему? Зеленский вчера вспомнил. Или сегодня, или вчера. Говорит, или выбор, или референдум. А вы слышали, какую цифру Трамп назвал? 82%. 82%. Они же проводят свои опросы регулярно. Разными там методами. А вот я могу сказать, что у товарищей американцев есть средства аналитики, которые позволяют с точностью до 5 метров локализовать, где какой разговор, о чем ведется, и выделить ключевые слова по всем квартирам Украины, где есть интернет и мобильные телефоны. Тю, так а зачем тогда Магомед Расулов ставил прослушку? Ну, как вам сказать? Потому что есть вещи, которые можно знать, а есть вещи, которые будут засчитаны судом как бы, да, и признаны прокуратурой как доказательство. Так вот, что я хотел вам сказать. И прекрасно знают, сколько людей на самом деле. Хочет или не хочет. Ну, давайте представим, что они соврали. Трамп подло соврал. И не 82%, а 62%. Или 72%. Или так вот, чтобы совсем красиво, 73%. Является ли нормальной политическая система, такой чисто философский вопрос, в которой действия высшего военно-политического руководства прямо, откровенно противоречат желаниям и политической воле 73% избирателей? Раз. Насколько легитимна такая власть? Два. Не потеряла ли она право представлять волю народа? Это же у нас же представительская демократия. Народ уполномачивает отдельных граждан, лиц занимать там какие-то выборные должности и как-то там проводить политику. Три. А теперь внимание, а если это еще за счет народа, за счет его жизни и за счет его будущего, за счет всей страны, то о чем вообще идет речь? Для того, чтобы быть единственным человеком, который выступает против мирного плана и против 73% там, или 82% своих граждан, нужно иметь очень большие и веские основания. Какие? Есть версия, что британцы имеют какой-то жуткий компромат на Зеленского. Все имеют жуткий компромат. Россияне, вот все уперлись в Донбасс, россияне продвинутся еще аж на 40 километров ближе к сердцу Украины. Я напоминаю, что расстояние от Киева до российской границы 140 километров, если в направлении Чернигова. А если снова через Беларусь, то в половину меньше. Вас это не смущает? Вы не хотите Беларусь и Россию отодвинуть по результатам этого мирного договора как можно дальше? Не получается. Понимаете, тут же какой момент важный? Это что получается? Мы проиграли? Тут вопрос признания этого. Что значит проиграли? Ну, то и значит. С таким успехом можем сказать, что россияне проиграли. 4 года огромная ядерная держава при поддержке глобального юга воюет с нами, взяла всего 20% территории. Из 4 ушла добровольно в обмен на ошметки территории, на которой они жить, не размножаться невозможно. Где техногенная катастрофа, гуманитарная катастрофа, демографическая катастрофа, где проблемы с водой, все развалено и так далее, это, которые нахрен устанешь восстанавливать.
Кириенко в прошлом году докладывал 120 миллиардов на оккупированной территории они потратили за год. Как вода в песок ушло, никаких там изменений не видно, кроме 5 панельных домов там, или 50 панельных домов в Мариуполе. Это же камень на шею России, повесить этот Донбасс, все эти оккупированные территории. А мы живы, здоровы, размножаемся, в Киеве снова будет свет, ура, девочки в мини-юбках, в косынках, как бы в рушниках, и все снова поем «Ще не вмерла Украина». Мы победители. И ходим с мовными патрулями. И ходим с мовными патрулями. Не будет у этих результатов, даже при выполнить все злые планы Путина, не будет у этой войны результата, который можно было бы назвать поражением Украины. Азовское море, внутреннее российское. А я вас умоляю. О Крыме никто не говорит. Обе стороны, как взяли Крым, оно сразу стало внутренним российским, потому что, ну, как ты выйдешь из него? Маневр воспрещен. Поэтому обе стороны объявят это победой. И благополучно могут на этом почивать, на этих лаврах. Не будет результата, который можно будет назвать однозначно украинским поражением. Не будет. Так за что вы все держитесь? Вот те, кто вот не отдадим Донбассскую страну. А если вы хотите не отдавать Донбасс, то объясните всем тем, кто вас слушает, что вы против того, что россияне уйдут из 4 областей, которые они оккупируют. Пусть немножко, пусть чуть-чуть. Хотя как посмотреть. Но уйдут, потому что обмен же предполагает, что они уходят из 4 других оккупированных областей. А мы оставляем шматок Донбасса. Тогда у вас будет оккупирован и Донбасс, который они возьмут военным путем, скорее всего. Или сделают его нежилым. И оставшиеся 4 области, если не будут выполнены эти соглашения. Там, где они сейчас есть. Вы этого хотите? Одна Донецкая на 4 других. Так кто работает на Путина? Ну, это Латынина писала у себя, сегодня у меня тоже повторила эту мысль, говорит, да не надо торопиться брать Краматорск и Славянск. Надо в других областях, пока они там, надо там топтаться, а в других местах там идти на Днепр, идти там куда. Вот, а потом раз такие все взяли и... Так смотрите, Трамп же сделал невероятное. Он договорился, что они выйдут из областей, которые не входят в большой план, в большую эту четверку Путина. Выйдут. А это у нас, слава богу, Харьковская, Днепропетровская и что? И Сумская. Частично, возможно, даже где-то там еще какая-нибудь. Посмотрим. Вот. Поэтому, ну и что? И как? И где? Да, значит, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Они вот такие. Как вы отнеслись к селфи Зеленского у Стеллы в Купянске? 7%. Риск, глупый, слабоумие и отвага. 14%. Всех начнут грести в ТЦК. Ну, это четкий сигнал, что вперед, так сказать, потужно. Давайте. 19%. Отчаяние и фон Северска-Покровска. Ну и 60% считают, что это очередное прощание с городом. То есть я, кстати, тоже вот так смотрю там по аудитории, они говорят, слушайте, ну это вообще плохой знак. Во-первых, там россиян не было, ну вот на той стелле конкретно, да. Во-вторых, ему там прорубили этот коридор, он пошел, сфотографировался, но на этом дело и закончилось. Поэтому как бы с Купянском такие вопросы. Ну, давайте представим, смотрите, даже если мы представим себе, что все это чистая правда, ну, мы в начале передачи все сказали, даже если это чистая правда, что это меняет? Ничего не меняет. Да, ничего не меняет. Друзья, переходим к вашим вопросам. Режим Блиц. Значит, сначала те, которые оставляли ну, скажем так, на протяжении эфира, да, вот по QR-коду. Спасибо всем большое за то, что пишете, за то, что поддерживаете, за то, что, ну, конечно, мы вместе, это самое главное. Так, поехали. Значит, Алексей, считаете ли вы глобалистов врагами Украины? Если да, то когда начнете им противостоять? Против Барака сборы делаете, но со стороны глобалистов опасность, как мне кажется, намного больше. Вы собираете дроны на войну с глобалистами? Делайте сбор, я обязательно поддержу. Ну вы за или против глобалистов? Враги это Украина или нет? Я против глобалистов. Алексей, раз уж вы за широкий проект, следующий вопрос. И в Украине 2 больших языка. Почему русские не сделать вторым государством? На фронте большинство русскоязычных. Они сейчас за будущее переучивание воюют.
А кто мы с вами, чтобы делать уже русский вторым государственным? Как кто? Народ Украины. Не, мы с вами сейчас. А, мы сейчас... Нас аж двое, правильно? А, Тогда ну мы да. даже петицию, ну, максимум петицию можем составить. Чтобы заниматься таким прожектерством, надо немножко власти приобрести. Другое дело, что можно выдвинуть это как лозунг, но я думаю, что после травмы войны русский как государственный не воспримет никто. А вот, например, русский как региональный возможно. Или, например, вообще снять языкового вопроса. То есть у нас приоритет на развитие украинского языка, государство финансирует его, а остальное, пожалуйста, издавайте на каком хотите, производите продукцию на каком хотите. Напоминаю, что русский один из языков ООН. Вообще-то, на секундочку. Мгм. Алексей, вы ведете комиссию для госслужащих от уровня управления крупных городов и выше на интеллект, чтобы претенденты тест IQ сдавали. Нельзя же глупым людям страной управлять. Друзья мои, я ничего не могу ввести. Я подсанкционный, почти пенсионер. Чего вы от меня хотите? Я могу высказать мнение, отношение, а вводить я ничего не могу. Хорошо, вы бы ввели такой тест на IQ? Я бы просто провел реформу госслужбы законодательную и всесторонне обеспеченную, где госслужба приравнивалась бы к гражданскому офицерству, и к ней бы выдвигались очень высокие требования, начиная с присяги, заканчивая там целая система отбора, контроля и так далее. Потому что человек, который вместо того, чтобы работать в бизнесе, добровольно идет на ограничения, контроль там, себя, своих родственников, их активов, для того, чтобы послужить обществу год, 5, 3, 25, сколько он выберет, общество должно ему, соответственно, платить и отдавать дань уважения. На госслужащего, выйдя в хорошей стране, должны там вот как говорить, вот поднимать мальчика там 7-летнего в школе, говорить, вот у Васи папа, например, госслужащий, давайте ему поаплодируем. А у Маши папа военный, давайте тоже аплодируем. А Петя говорит, а у меня папа бизнесмен, мы тебе завидуем, у тебя 19-й iPhone. А у Пети нету 19-го айфона, потому что папа на госслужбе, хотя там получает разные бонусы и деньги. Но что? Но он отдает обществу. Он делает так, чтобы ты мог ходить с 17-м айфоном. Его папа жертвует собой, чтобы твой папа много зарабатывал. Поэтому мы отдаем дань уважения папе Васе. Понимаете, да? А папа Маши военный, он жизнью рискует, даже в мирное время, для того, чтобы ты мог ходить с айфоном. Поэтому мы всех любим, все одинаково равны, но давайте отдадим дань уважения. А папа мой скажет, сын бизнесмена, платит налоги, скажет, молодец. И его тоже мы уважаем. Все уважают всех, все любят. Понимаете? Но твоего папу проверяют налоговый раз в год. А папу Васю проверяют все спецслужбы и мониторинговые комиссии раз в квартал. И если туфли лишние в семье появились, уже задаются вопросы, откуда взяли деньги. Вот так это должно работать, понимаете? В нормальной стране. Так, значит, следующий вопрос. Вот такого порядка. Алексей, не смогут ли власти ограничить выехавших из Украины от выборов, так же, как их отрезали временно от получения загранпаспортов? Их не признают. Эти выборы, если отрежут. Мгм. Никто не позволит не голосовать 30-35% избирателей. Поэтому в той или иной форме будут задействованы все выехавшие. Сообщество YouTube. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Анастасия интересуется, будет ли женская мобилизация и может ли она начаться уже с 1 января? Спасибо. Есть мнение, что хотят мобилизовать 400 тысяч человек. Дополнительно получить супераргумент на фронте для европейцев, для американцев. Сказать, смотрите, люди есть, как бы они же привязывают оружие к мобилизации, проблем мобилизации и помощи. Чего вам помогать, если некому оружие применять? Показать. Но это совершенно нереально технически. Для этого нужно переходить на крайние меры, которыми я когда-то пугал, типа облав и типа женской мобилизации. Зеленский, который держится только на поддержке публики сейчас, более-менее, и на шашнях европейцев, вряд ли пойдет на такой шаг даже ради фронта. Для этого он должен был быть государственным деятелем, либо историческим деятелем, а не политиком, который хочет второй раз переизбраться. Так, дальше. В прошлом эфире вы сказали, что Украина ЧВК Запада, и что сочувствующие спрашивали у вас, зачем вы на это согласились. Но тогда у власти были и вы в том числе. Ответьте, почему Зеленский пошел на это и что ему могли пообещать? Что такое были у власти? Ну, имеется в виду с командой. Давайте. Мне нравятся эти формулировки. Были у власти. Вы сами были у власти, говорят, мне ничего не сделали. Ну да. Вот да.
Что я не сделал? Не ударил Зеленского тумбочкой по голове, да, и не прекратил мучение украинского народа раньше времени, или как? О, хороший вариант. Хороший вариант, да. Так вот этот самый. Ай. Так что про что там был вопрос? А то меня это у Что власти ему выбило, да. пообещали? Вот сегодня опять Джонсон выходил, может, вам попадалась информация. Опять пламенная речь, давайте остановим Джонсон. Ну, уже он, понятно, не премьер Британии, но это же так не хватает Джонсона вот сейчас в этом разврате полном. Что могли Зеленскому пообещать за это? Ему и обещать-то не надо было. Его надо было 3 раза поместить на обложку Тайма и 4 раза встать А, в парламентах стран. м, Ему этого хватает. Он же как бы не очень далекого ума мужчина, прямо скажем. Ему там будущее гарантии. Он же думал, что это будет, слава будет длиться вечно и обожание. Ну, вот поэтому... Так, значит, судя по отстою пены, вы рассчитываете, что через 5 лет может остаться электоральное поле, ну вот конкретно для вас. Алексей, вопрос. Кто эти люди сейчас и кем они будут после отстоя пены? Посадите сейчас это зерно. Благодарю, Александр. Я посадил зерно. Не я же вам пишу, что Маша, Петя, Саша, становитесь президентом. Вы мне пишете, Алексей, идите как бы в президент. Вот, значит, какое-то зерно есть, но реально у меня по опросам 1% там, или что-то, ну, с такими шансами идти куда, зачем? Нет никакого смысла. А дальше посмотрим, кто там что накомандует сейчас за эти 5 или 2 года. И какие уроки вы пройдете, какие уроки вы осознаете, люди осознают, и к чему вы будете готовы. Значит, Иван, чем, на ваш взгляд, еще руководствуется определенная часть украинского населения, употребляя ярлыки в отношении России? Кацапы, москали, свинособаки, кроме эмоциональных порывов, найдутся ли когда-нибудь силы, которые смогут поставить на место радикалов типа Белецкого, Притулы, Соколова и так далее? Да ладно, Белецкий, Притула, Соколов. Белецкий, кстати, никогда такого не говорит, по крайней мере, официально. Он слишком умный для этого. А вот, например, командующий видом Мадьяр называет противника храбаками. Мгм. В любой армии мира, даже в самую беспощадную войну, ну, этого хватило бы, чтобы вылететь. Одного такого заявления хватило бы, чтобы вылететь навсегда с командования. Командующий видом войск не может себе этого позволить. Родом войск, точнее. Просто не может. Есть как бы нормы. Ну, можно сказать, противник. Он не может сказать харбакы. Мгм. Понимаете, ну? Но то, что у нас страна давно превращена в колхоз, ну, от народа, от колхозника трудно требовать каких-то там норм приличия. Но от руководства колхоза-то... М, Конечно, люди такое пишут. Ой, Минобороны Великобритании 9 декабря заявила, что 28-летний десантник погиб в трагической аварии. Наблюдается испытанием украинскими войсками новой оборонительной способности. Младший капрал Джордж Хули из парашютного полка. Кроме того, Британия признала наличие в Украине примерно 100 действующих военных. Конечно, они медики, охрана посольства, наблюдатели. А кем был Хули? А Хули кем был? Лена жжет. Это вопросы к Министерству обороны Великобритании, не к нам. Да, вот это надо прям туда и записать. А кем был? Расскажите про Так у Хули. них хватает и журналистов, и представителей власти, чтобы задать этот вопрос оппозиции. Так они чего молчат? Видимо, знают. Чаты трансляции полетели. Алексей, добрый вечер. Одесса будет Россией? Как вы думаете, и к чему замес с Приднестровьем? Нету никакого замеса с Приднестровьем. ГУР родил очередную страшилку, но если 10 лет не осуществляется ротация в Приднестровье, то как они могут там усиливать и какие сборки дронов они там могут осуществлять? Скажите, пожалуйста. В Приднестровье российский контингент – это 250 российских офицеров, которые еле-еле ротируются по два в гражданском платье через самолеты, через третьи страны.
Вот снабжение невозможно, как его, а остальные молдаване, просто люди с молдавскими, украинскими паспортами. Вы представляете себе это войско, которое там страшно угрожает Одессе или еще чему-то там? Это абсолютно несерьезно. Раз. Во-вторых, как бы, ну, Одессе пока ничего не угрожает, кроме атак с воздуха. Так, Шелест спросил Арестовича, что он подразумевает под поддержкой глобального юга, просто лояльность политическую, грантов нет, даже кредиты Китай не дает. Россия все за свои покупает, торговля. Это что, помощь? Конечно, помощь. Они могли бы не покупать у России, которая с теневого флота, который под санкциями находится. Фактически Индия и Китай покупают контрабандную нефть и газ. Когда вас покупают контрабанду, это очень серьезная помощь, друзья мои. Сколько было бы Ника, да? Сколько было бы сколько пунктов в плане Алексея, в мирном плане Алексея? Вот. Смотря о каком мире вы хотите, какого мира вы Не хотите. какого вы хотите? Ваш же мирный план. Я рассказал в интервью Ксении Собчак, какой я хотел мир. Я хотел мир, где вопрос главный стоит не чей там будет славянский Краматорск, демилитаризированный или этот самый, а примирение украинского и российского народов как таковых. Чтобы больше война не повторилась, чтобы были учтены страшные ошибки этой войны, которые не должно было случиться, чтобы была создана новая система коллективной безопасности в Восточной Европе, которая не допустила бы возникновения новых войн, в первую очередь между русским, украинским, белорусским народом. Я вот за такой мир. Если такого мира не хотите, а хотите там демилитаризованную зону и что, как это, и смотреть друг друга в прицел там, и мелкие провокации на границе, как это было там, условно говоря, 18, 19, 20, 21, но можно и такой мир устроить. У него свои правила, и по-своему он делается. О каком мире речь? О моем я сказал. Мгм. Значит, Юлия Тимошенко, какова ее роль в будущем? Что думаете? Ну, Я думаю, правда. она сыграет свою роль, она будет лидером одной из сил в Верховной Раде, скорее всего, новой. Вполне возможно будет в коалиционном правительстве эти фигуры перехода после отставки Зеленского на переходном периоде. Ну, так что, да, она крепкий политик с хорошей системой связи, одна из самых умных украинских политиков, волевая до невозможности. У нее все очень хорошие шансы порулить еще. Мгм. Почему Индия покупает российскую нефть контрабандой? Что за бред? Спрашивает пользователь. А серый флот это что? Ну, это просто тот, который не застрахован в Британии. Серый флот это не тот, который не застрахован в Британии. Это суда, которые идут с выключенными транспондерами, например. И там существует целая система в нарушении международного морского законодательства, доставки, как это перелива этой нефти, там, выгруза этой нефти и так далее, и так далее. Это флот, который нарушает целый набор положений международного законодательства морского права. Поэтому это, ну, если не контрабанда, ну, давайте назовем там незаконно или не вполне законная история. Мгм. Из Алексея чата Анжела спрашивает, скажите, пожалуйста, на что еще надеется Порошенко? А что Порошенко? У Порошенко есть часть поклонников Деньги. верных. Да, вида деньги, да, он миллиардер, официальный член Европейской народной партии, у него пул телеканалов. При таком воздействии на массы свои 10% он может как бы заработать в Верховной Раде. Какие еще варианты? Во-первых, он же боится преследования, поэтому нужно играть в оппозицию, жертвой быть и так далее. Он же, напоминаю, он под судом за госизмену. Приходится бороться. Алексей, чем администрация президента России отличается от офиса президента Украины? Как вам кажется? Не знаю, я там не был. Не могу сказать. Мгм. Не с чем сравнивать. Так, значит, будет ли Украине объявлена морская блокировка? Так это же надо суметь сделать технически. Это же не так просто. Ну, разве что развалить порты. Ну, это возможно. Вопрос, правда ли, что политика это договорняк? Договорняк между государственной политикой честной не может быть
политиком масштабным, ну, честный человек имеется в виду, что не может быть... Может. Я видел неворующих министров и генералов, которые ни копейки не взяли. Это личный выбор человека. И вот эти все рассказки, что если ты соленый огурец попал в систему, обязательно просолишься, это брехня. Существуют сейчас генералы и там, министры, которые не берут. Ну, по крайней мере, я таких знал. Ни копейки не брали. Боролись с коррупцией всю жизнь. И при этом были вполне себе генералами и министрами. И жили на одну зарплату. Жили на одну зарплату, да, профессионалы, потому что... Ну, как, министры приходили туда, там, из 7-го километра, правильно? У них что-то было за спиной до этого. Ну, генерал, да, генералы живут на свою зарплату, честно. Часто ли бывали в России, если у вас там сейчас друзья? В Ваши... России я Да. последний раз был в 2011, по-моему. Ну, больше не было. Друзья. Друзей нет, да? Кого назвать другом в России? Ну, имеется в виду в обычной жизни, просто Ну, у люди. меня есть хорошие отношения со многими российскими гражданами, например, Дмитрий Быков. Но он Как же бы, не в да. России. Но он не в России, да, поэтому как считать? Ну, вот Ой, боже. Что-то мне надо выспаться, по-моему. Интервью у меня берет Коля Николай Соболев. Ага. У меня с ним хорошие, приятельские, ну, человеческо-доверительные отношения, но только в рамках эфира. За пределами эфира мы не общаемся. Но я ему сильно симпатизирую. Так, продолжаем. Будут ли уголовные дела по полицейским и ТЦК после окончания войны? Если да, то что будет с таким количеством обвиняемых? Что значит будет ли? В зависимости от того, кто будет у власти, какую политику он будет проводить. Он инициирует эти дела или инициирует. Я могу ответить свою позицию. Нам нужна Украине крупная, очень крупная специальная юридическая программа, связанная с оценкой подготовки войны, ведения войны и выхода из войны. Оценка всех решений, принятых на уровне, в первую очередь, высшего военно-политического руководства и так до самых низов. Это крупное расследование, в котором должно принимать участие Генпрокуратура, парламент, все спецслужбы и международные союзники, которые будут расследовать ту часть преступлений, которые были совершены либо против международной помощи, либо совместно там, с интересантами с другой стороны. Ответы, круг вопросов, на которые надо дать ответы, звучит так. Как мы попали в эту войну, как мы к ней готовились, как мы ее проводили, какие решения принимали, как мы выходили, какие последствия. В том числе какой-то раздел должно быть это разбирательство с преступлениями, совершенное так называемыми как это, группами поиска, или как они называются, ТЦК и вообще в ТЦК. Вот, поэтому как бы, кто какие приказы отдавал, какие правонарушения совершались, как механизмы коррупции действовали. Все это должно быть скрыто, предъявлено обществу, да, виновные должны понести наказание. Это в нормальной стране. Будет ли это в Украине послевоенной, это очень большой вопрос. А, вот такой еще вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, освобождение заключенных в Беларуси после приезда американского посла. Зачем это все? И скажите, что ждет Беларусь в будущем? Спасибо за ответ. Насколько мне известно, Лукашенко использовали как посредника при подготовке встречи в Анкоридже. Частью нормализации отношений и дальнейшее использование по некоторому спектру вопросов Лукашенко в сложной игре с Путиным – это благодарность ему американцев, осуществляемая своими методами, да, и, соответственно, Лукашенко идет навстречу, выпуская политзаключенных. Как бы, да, это часть договоренности. Значит, это в вашем чате мне пишут. А чому ви Шелест завжди з такою посмішкою повідомляєте, що в Україні щось не так? Ви задоволені? Вот это вот так и... Слушайте, друзья, а как можно все время, ну, смотрите, если все время без каких-либо там реакций говорить о том, что все плохо, можно вот прям с этого траурного выражения лица и не выходить последние, не знаю, 4 года. Это раз.
Во-вторых, удовольствие это точно не приносит. Удовольствие. И то, что что-то не так в Украине, все больше и больше явно становится благодаря и из-за кого это что-то не так. Поэтому эта посмешка не потому, что что-то где-то у кого-то не так, а это в том, что это еще один камешек в этот кувшинчик вот этого зеленого цвета, этот полный зеленый пипец. Вот как-то так. Ах, да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем эфире. Алексей Николаевич, ну вы же точно на задоволении, когда в Украине что-то не так? Нет, я очень недоволен. Мне очень жаль Украину и украинцев. И больше всего мне жалко то, что сделали с их сознанием. Понимаете, можно отстроить энергетику, хотя это будет очень тяжело. Восстановить страну – это очень тяжело. После смерти Путина можно даже, наверное, договориться с новыми российскими властями и вернуть территории. Там, по крайней мере, там, если не Крым, то Донбасс там, и так далее. Если очень хочется, все можно. Можно сделать 1,5 триллиона ВВП украинский за 10 лет. Но как бы со сознанием тяжелее. Смотрите, мы же с вами вынуждены любые факты обсуждать в свете полной неадекватности сознания по части, по крайней мере, наших граждан, активных, которые все это проживают. Мягко говоря, полнейшей неадекватности властей, вот смычка это активного меньшинства, кричащего, готовы жертвовать своими гражданами, готовы их там, посмотрите, что писали по поводу там, что ТЦК должны стрелять в граждан, там дать право и так далее, всех мобилизовывать там и прочее, прочее, всем умереть, но лишь бы не слушать Аллу Пугачеву. Но это же вот часть нашей с вами реальности, правильно? Да. Эту часть реальности повсю поддерживает центральная власть. Значит, все люди являются заложниками этой власти. Заложники должны либо с этим бороться, либо приспосабливаться, вырабатывать стокгольмский синдром. Вот. Кроме того, на мозги украинцев ежедневно действует телемарафон, там все эти дилеры общественного мнения, пропаганда. Их развращают европейцы с их моральными позами и полной деловой импотенцией одновременно там как бы и так далее. Ну, мне страшно за то, что сделали с мозгами украинцев. Дома можно отстроить. Ну, вот, поэтому я абсолютно не рад. Если где-то улыбка и проскальзывает, то, во-первых, это горькая ирония. Во-вторых, надо же понимать, что она адресная. То есть мы же разоблачаем людей, которые несут полную ответственность за происходящее, за жизнь и здоровье граждан, за перспективы страны. И врут, врут, врут и воруют, врут и воруют, врут и воруют, врут и воруют. Ну, так невольно улыбнешься, когда у них не очень получается или когда разоблачают их вранье. Ну и в-третьих, есть еще такая штука, как смотрите, ну вот мама, которая запрещала ребенку брать ножницы, и вот запрещала, 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 он взял и порезался. Она кричит: паршивец ты, так я ж тебя предупреждала. Бежит за охает, бежит за йодом, бежит за пластырем и ватой, перевязывает, но все равно же где-то, я ж тебе говорила, какое-то удовольствие в этом есть. Теперь поставьте нас с Сашей ну вот встаньте на наше место. Мы оба подсанкционные, мы фактически лишены всего. У нас осталось только гражданство и паспорта. Как это, те, кто нас лишили этого, персональный состав СНБО, оказались все преступниками и российскими шпионами, как коррупционерами. Как бы мы вам это все, что сейчас происходит и все, что будет происходить, говорим с осени 23 года. Вы за это записали нас предатели, подонки и подлецы. За то, что мы правду вам говорим. Люди против нас с Сашей проводят до сих пор информационные кампании на деньги, сворованные у вас. Они же эти деньги, сворованные у вас, используют в том числе, чтобы проводить информационные кампании и дискредитировать нас, говорящих вам правду, в ваших глазах. Вы им поверили. Вы имели счастье, удовольствие и здоровье им поверить. Поверить. Улюлюкать, рассказывать, что Шелест Арестович, негодяи, подлецы, сволочи и так далее, на деньги, сворованные у вас. Вы позволили себе обмануться. И когда мы все это видим, мы видим, как это медленно начинает скрипеть, наклоняться и падать, вы нас простите иногда за улыбки или смешки, которые у нас в этой ситуации выскальзывают. Ну, если честно, конечно, Мы слабые люди. У нас э, тоже иногда бывают улыбки, да, когда
когда вас 2 года предупреждаешь, когда имеешь огромное количество неприятностей за то, что выбрал говорить вам правду, когда вы же за то, что вам говоришь правду, записали в предатели, а потом вся эта конструкция начинает рушиться на ваши головы. Поэтому мы слабые люди. Вот я слабый человек. Я вам сочувствую, а ухмылка нет-нет, да и проскользнет где-то. Но я обещаю над собой работать, больше не быть таким. А я не обещаю. И все только потому, что хотите, чтобы эта ухмылка этим сегодняшним вечером тоже осенила, ну, как озарила ваши лица, прочитайте, пожалуйста, 2 плана. План, стойкости, план стійкости, да? Год назад. План стійкости. Прочитайте Зеленского, который представлял. А еще вот этот вот план перемоги, тоже был такой план. Вот просто надо их взять вот это, открыть и прочитать. Да? И наложить на то, что происходит сейчас. И вы наложите, смотрите, Зеленский же и офис хвастался, что они с 26 государствами подписали соглашение о гарантиях безопасности. А теперь говорят, главным препятствием к миру является отсутствие гарантии безопасности. Вас вообще не смущают вот эти вещи никак? Или когда он селфи сделал, вас вспышка ослепила навсегда, вы уже не видите всех этих вещей? Ну или, например, на этой неделе, которая закончилась вот в пятницу, должен был быть новый глава офиса. А потом говорит, не время сейчас для нового главы офиса. Вообще можем без офиса. Ну а правда, а чего? Поэтому много причуд, много очень интересных вещей, которые будем обязательно встречаться и обсуждать и дальше. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Спасибо, взаимно счастливо. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.